офис, он сейчас, вот Зеленский, он сейчас как бы ведет такую игру, когда откладывается, вот до момента инаугурации откладывается обозначение возможностей переговоры вот в том ключе, в которое навязывает Трамп, и ищутся вот судорожно, там не судорожно, моменты, с помощью которых можно было бы показать, что Украина входит в эти переговоры на своих позициях, там, да, вот. И вот эти заявления, что, возможно, будут введены какие-то войска со сторони стран НАТО, как он там говорить, якщо буде пауза, поки України немає в НАТО, і навіть якби нас було запрошення, а ми не були в НАТО і буде пауза, то хто нам гарантує безпеку? Ми можемо подумати, попрацювати над позицією Макрона. Він пропонував, щоб якась частина військ тієї чи іншої країни була присутня на території України, які б гарантували нам безпеку, поки Україна не в НАТО. Але ми повинні мати до цього чітке розуміння, коли Україна буде в ЄС і коли Україна буде в НАТО, розуміючи наше майбутнє, це були б дуже дієві гарантії. Ну, то есть говоря, он пытается все равно зайти в какую-то зацепку, которая позволила бы продать в нашем публичном пространстве, что у нас не Филькина грамота, а что-то более серьезное. И это, ну, как бы понятно, и, наверное, это правильная позиция, но ключевое во всем этом, я думаю, не пропустить тот момент, когда Трамп будет иметь мотивацию доводить это дело до конца. Потому что у Трампа прозвучала такая зловещая, в моем понимании, фраза «если я смогу». Он там сказал, что «если я смогу прекратить эту войну», да, точно так же, как у Зеленского там недели полторы назад прозвучала фраза по поводу, значит, по поводу того, что, значит, если США там при Трампе как бы смогут обеспечить нормальную конфигурацию. То есть и в том, и в другом случае, и в Киеве, и в Вашингтоне есть допущение, что, ну, как бы, переговоры могут быть неудачными. И вот для Украины это самая опасная зона, как по мне, потому что я думаю, что мы все прекрасно понимаем, что если мы оказываемся без поддержки, а администрация Трампа, если она пойдет на показательные какие-то ограничения помощи, как это было при Байдене вот во второй половине зимы и когда там считать, почти до конца апреля, да, когда Украина практически получала ограниченное количество боеприпасов, ракет ПВО и все остальное, это привело к тому, что мы получили серьезные удары по энергетике там, и происходило то, что происходило. То в данном случае, как бы, учитывая наше перенапряжение, последствия могут быть еще хуже. И вот нам важно не допустить ту ошибку, которую допустил Асад. Потому что Асад пропустил тот момент, когда и внутренние силы, и внутренние субъекты, и властные элиты как бы внутри его режима, и внешние игроки, которые за ним наблюдали, не сошлись во мнении, что как бы его дело отыграно, как бы, и лучше просто договориться между собой и подождать. Потому что он потерял управляемость над процессами. Потому что вся последняя информация, которая сейчас приходит, она показывает, что по сути, Асад до конца не понимал масштаба катастрофы, потому что, ну, то ли ее от него скрывали, и элиты силовые, они вступили в договоренности с повстанцами, увидев, что у тех получается, а мотивации солдат и армии в целом как бы там лежат за пределами там сопротивления и войны. То, о чем мы опять-таки вчера с Кусой рассказывали. Вот. И когда Иран и Россия увидели, что армия не хочет воевать, и об этом потом они открыто говорили, и поняли, что внутренняя сопротивляемость самого режима настолько мала, что нет смысла за них вписываться, потому что ты просто несешь огромные издержки, но при этом у тебя нет никаких гарантий, что дополнительно вложенные ресурсы после того, сколько было вложено, они отобьются.
то, соответственно, снижается мотивация. Иран договорился с Асадом, не с Асадом, с повстанцами, как бы, и спокойно вывел там свои парамилитарные и просто военные, как бы, части, которые были на территории Сирии. Русские действуют точно в таком ключе, договариваются с врагами, как бы, Асада, там, да. Сегодня я уже говорил в прошлом эфире, сегодня наносили удары, так же как и вчера, израильтяне наносили удары по военным объектам в Сирии, потому что Израиль действует в логике, как закрыть риски, которые есть в связи с приходом исламистского режима, возможно, то есть они как бы не исключают этого, и чтобы у него не было тяжелого оружия, либо было по максимуму. И поэтому они херячат по всей инфраструктуре, до которой не могут дотянуться, потому что системы ПВО не работают, а россияне уже их не прикрывают. И вот прямо сейчас, вот вечером, был нанесен удар по штабу ВМС в Тартусе. Вот, я читаю на одном из наших телеграм-каналов, что вот что же это такое, что на 8 километров отошли военные корабли России, отошли в море, значит, от Тартуса, и там где-то находятся на дрейфе. Что это означает? Что, так это все понятно, что это означает. Израиль предупредил россиян, чтобы они попали под удары, вот, и решают там свои вопросы вот таким вот образом. Пока на земле складывается новая конфигурация, потому что уже даже в родном алавитском городе Асада договорились с новой властью, и такие договорники там сейчас повсеместно формируются. Мы видим это в формате самых различных переговоров, которые на центральном уровне, на региональном уровне происходят, и там появляются те или иные фигуры, которые будут уже в новом переходном правительстве Сирии. Так вот, вот эта вот ситуация, которую мы сейчас видим в Сирии, она должна научить Украину, что для Зеленского это прежде всего вот должно быть понятно, что крайне важно не пропустить тот момент, когда у тебя есть поддержка союзников и еще есть управляемость. Потому что тот момент, когда поддержка союзников исчезает, а у тебя еще есть управляемость, означает, что спустя непродолжительное время управляемость исчезает, вот, а поддержка союзников не вернется, потому что, ну, как бы в коллапсе они уже начинают искать другие варианты, которые, собственно говоря, лучше отвечают их интересам и за меньшие издержки. Вот об этом. Вот в моем понимании сейчас для Украины самая опасная ситуация заключается в этом. Чтобы не прозевать момент, когда необходимо будет окончательно войти в переговорный процесс, значит, понимая слабые моменты, которые есть у русских, и педалировать, как бы указывать на это Трампу, для того, чтобы уступки с нашей стороны уравновешивались уступками с российской стороны, потому что у русских нет оснований вести себя в том ключе, так как будто они являются победителем в этой ситуации. Они не являются победителем в этой ситуации, потому что они как побитая собака, как бы, хотя и зубастая, хотя и с огромными ресурсами, но они все равно как побитая собака, они ползут туда, куда сейчас ее как бы гонят обстоятельства.